Всем привет, дорогие друзья! Сегодня покажу, как за 2 минуты объединить девушку и кота, сгенерировать замок по контуру и проверить, хватит ли вашей видеокарте 8 ГБ для FP16 Flux. И все это в интерфейсе WebUI Forge. Как видите, вот результаты. Девушка и котик, замок и часы, а также текст. Итак, предположим, у вас уже установлен WebUI Forge и вы ранее уже загружали модель Flux 1Dev. Поэтому у вас уже должны быть загружены в нужных папках все текстовые энкодеры и VAE. Но на всякий случай скажу и покажу. Если у вас нету WebUI Forge, вы просто забиваете WebUI Forge, переходите по этой ссылке и Install Forge скачиваете в один клик. Далее вы должны скачать текст-энкодеры отсюда по этой ссылке. Все будут ссылки даны в моем телеграм-канале. Просто переходите, там PDF документ будет, заходите, скачивайте все. Вот видите, клип L и TXT T5XSL FP8. Вот эти два файлика скачивайте. И скачивайте VAE. Вот VAE 335 мегабайт. Просто скачивайте и загружайте. Затем вы все это дело, вот папка Forge Diffusion. Заходите в WebUI. Далее Models. И здесь у нас располагаются модели. Итак, текст-энкодеры, клип L и TXL FP8. Просто загружайте их сюда. Далее VAE. У меня есть здесь Flux VAE и AE. Это тоже Flux VAE, просто по-другому там названо. И, собственно, SAE модели. SAE модели располагаются в папке Stable Diffusion. Переходим. Здесь у меня есть для каждых моделей отдельная папка для удобства. Вот папка Flux. 77 мегабайт. Здесь у меня располагаются гуфы, FP8 и, как видите, располагается FP16 Context Dev 23 гигабайта и NF4. Также вы должны будете загрузить лору. Лора располагается Models, лора, и вот здесь должна располагаться наша лора для ускорения генерации. Все увидели и поняли. Итак, быстрый ориентир для генерации. Если у вас 6 или 8 гигабайт в RAM, то есть видеопамяти, плюс 16 гигабайт оперативной памяти, загружайте Q8 GUF или NF4 LoRa. Если 12 гигабайт в RAM плюс 16 гигабайт, то FP16 или NF4 LoRa. NF4 плюс LoRa это для ускорения, то есть быстренько сгенерировали штук 100 различных изображений на вашу тему, посмотрели, что там хорошее, что плохое, потом с помощью PNG Info извлекли данные, какие вы генерировали, и по тому же промпту и с теми же настройками генерируем для FP16 модели. Если у вас 16 гигабайт в RAM и более, то вообще не паримся, просто FP16 грузим и все. У вас должно все очень быстро работать. Нам потребуется вот как выглядят модели FP Context Dev Softtensors на 23 гигабайта. Вот на FP8 загружаем верхний файл. Flux Context BNB NF4 на 6,7 гигабайт. И вместе с ним нам нужно также загрузить 1.36 гигабайт лору для ускорения генерации. Для 8-степовой генерации, то есть сэмплирование на 8. И последний вариант, можем использовать гуфы. Кстати, забавный факт. Если вы хотите загрузить Q2, скажем, и думаете 4 гигабайта, у меня там 6 гигабайт, там будет вообще работать за секунду, то нет. У меня, к примеру, и на 8 гигабайтах, и на 12 гигабайтах почему-то и Q6, и Q5 KM, и Q6 K работает гораздо медленнее, чем Q8. То есть, может даже в 1,5 раза медленнее, или даже 2. Так что загружаем самый большой файл Q8 и его пробуем и загружаем и работаем с ним. Мы все загрузили, все поместили. Именно модели и QGUF, и Softtensors модели, кроме лоры. То есть вот NF4, FP8 и FP16. И загружаем в папку именно WebUI Model Stable Diffusion. И здесь загружаем. У вас здесь не будет отдельных папок, у меня их есть, я их создал для себя, чтобы мне было удобнее. Просто загружаем сюда. После того, как вы все загрузили, вы открываете Stable Diffusion. И вот здесь вот ставите нужный вам чекпоинт. Сейчас у меня стоит Q8 GUF, но также я сейчас поставлю Context Dev Softtensors на 23 гигабайта. VAE текст-энкодер, в это окошко загружаем наши два текст-энкодера и VAE. Все вот такие настройки, как у меня, ставим и приступаем сейчас к генерации. Чуть не забыл, нам потребуется также использовать два расширения. Первое расширение это блок кэш. Просто берем, находим это блок кэш, копируем ссылочку, то есть копировать.
Дальше переходим в Stable Diffusion Web UI, Extension, Install from URL, вставить и нажимаем Install. У меня уже все установлено, поэтому я это не буду использовать. И по такой же системе находим Flux, Forge 2 Flux Context. Опять же, копируем, просто копируем. Копируем ссылочку. Stable Diffusion. Вставить. Также можете скопировать отсюда, то есть код копировать. Ну, или можете из адресной строки. Все на ваш выбор. Я это не буду делать, потому что у меня уже все установлено. После установки она будет выглядеть вот так. То есть first block cache или tier cache. Для активации нужно нажать здесь галочку. Галочку нажимаем и разворачиваем. То есть не просто нажимаем галочку и не просто разворачиваем, а нажимаем галочку и разворачиваем. Здесь ставим 0.12. Это самое оптимальное для ускорения работы и поэтому, чтобы не было потери качества. Forge Context нажимаем, разворачиваем и два изображения можем загрузить. Тут вам будет показываться нужные рекомендуемые параметры для изображения. Итак, я посмотрю сейчас, какие у меня были рекомендуемые параметры, чтобы не перегенерировать заново все. Пром сейчас скопируем. Это я с помощью PNG Info. То есть PNG Info, чтобы узнать, что у нас до этого было. 720 на 1504. На 1504. Сейчас я поставлю немного другой, чтобы вы увидели, в чем разница. Сейчас мы берем изображение девушки, кидаем сюда. И он нам сейчас будет показывать, какой лучший размер. Вот, 720 на 1504. Несмотря на то, что я поставил 1496, он ставит нам 720 на 1504. Так что мы сейчас выберем или можем так вот нажать. 1504. Автоматически поставилось. И берем нашего котика. Вот наш котик. Ставим. Включаем First Block Cache 1.12. Выбираем все нужные нам параметры. И включаем генерацию. Я ускорю, чтобы вы не ждали. Итак, все сгенерировалось. Как вы можете увидеть, прошло 4 минуты 41 секунда, но это из-за того, что я использую OBS еще дополнительно, кроме Forge запущенного. А также еще, кроме этого, у меня еще запущена Figma. Она запущена, нам потребуется в дальнейшем. Ну, именно мне, вам не потребуется. Смотрим. Как видите, котик очень похож на оригинального котика. Девушка похожа, все все пальцы на месте, лапы на месте, все идеально. Кроме часов все совпадает. Сережки совпадают, задний фон совпадает, все прям идентично. Так и должно быть. Так, теперь попробуем все то же самое. У нас есть замок, сейчас мы по нему сгенерируем. У нас есть векторное, ну не векторное, а рисованный замок, то есть белый фон, черные чернила. И теперь мы скажем, генерируй замок по рисунку. То есть генерация реалистичный замок в стиле реалистичной фотографии на основе черно-белого рисунка. Итак, после 2 минут генерации 17 секунд мы получили такой вот замок. Теперь давайте немного изменим промпт и добавим, что это будет, скажем, реалистичный замок, но, скажем, из розового кирпича. То есть все оставим как есть, только добавим, что это будет замок, реалистичный замок в реалистичном стиле, но из розового кирпича. И снова поставим генерацию. Все сгенерировалось. Как видите, модель Flux Context Dev 1Dev FP16 прекрасно работает как ControlNet Canny. Хотя я вижу некоторые здесь проблемы у итогового изображения. В частности, вот на этой башенке. То есть здесь, именно вот в этом вот части, здесь нет окна. В самом примере контура. А здесь оно есть. Прошу прощения. И все. Да, в остальном генерация прошла достаточно успешно. Хоть здесь вот не видно вот при большом, но если приблизить посильнее, посмотрите вот на эту часть, то здесь полностью совпадение, как и с оригиналом. Правда, немного странно то, что он половина лестницы сделал розовой, а другую половину оставил цвета камня. В целом, как модель Small из, к примеру, ControlNet, скажем, SDSL Union, то работает неплохо. Попробуем сделать по контуру часов. То есть, что мы замки-то используем, давайте попробуем сделать какой-нибудь предмет, который используется, можно использовать для рекламы.
Итак, возьмем часы. Их я до этого сгенерировал, опять же, здесь же, то есть во Flux 1dev. То есть не контекст, а Flux просто 1dev. Просто сказал, сгенерируй контур часов. Вот контур часов. И сейчас посмотрим, какой итоговый вариант я получил. То есть, чтобы совпадали промпты. Realistic Gold Watch Photorealistic Style 4K. Возьмем этот промпт. 24, Random Seed. И ставим генерацию. Опять же, я переключусь, вернусь, когда все закончится. По итогу у нас получились золотые часы. Совпадают ли они по контуру с оригинальными часами? Вполне таки совпадают. Теперь давайте сделаем немного более сложную задачу. У меня здесь есть также вариант часов с черным фоном. То есть вот часы с черным фоном. Replace, замени белый фон на черный фон. Скопируем сейчас этот промпт. Что делаем здесь? Ладно, сейчас вот так перенесем. И поставим черный фон. Вот такой черный фон. Это просто черный фон изображения из фотошопа. Я скрин сделал экрана. Черной заливки. И сейчас опять же поставим на генерацию. Итак, друзья, все сгенерировалось. На этот раз на генерацию было потрачено 3 минуты 51 секунда. То есть гораздо дольше получается. Почти 2 раза. И можно увидеть результат нашей генерации. Как видите, фон заменился. Фон заменился прекрасно. Все осталось как было. То есть стрелки на тех же самых местах, часы те же самые, все замечательно. Конечно, я знаю, что все то же самое можно проделать в фотошопе буквально одним кликом, одним инструментом за секунду. В Create, в GIMP, кажется, тоже такая функция есть, то есть одним кликом на выделение главного объекта. Но представьте, теперь это можно сделать с помощью нейросетевой модели. Раньше такого было сделать невозможно. Ну, по крайней мере, именно локально на компьютере. Теперь даже на обычных компьютерах такое сделать можно. Теперь с часами, с контурами закончили. Давайте попробуем. То есть теперь мы знаем, что модель Flux Content можно использовать как в качестве модели Kenny из ControlNet. Теперь давайте попробуем. Возьмем вместо контура 3D буквы. Это мой никнейм Дмитрий Duck в сети. Я его сделал в Blender 3D. И сейчас мы его поместим сюда. И по этому никнейму давайте сделаем его как-то, текстуру мы создадим. С помощью как раз вот Flux Content. К примеру, вот я делал треснутый такой текст. Давайте сейчас посмотрим в PNG Info, его засунем. Broken Glass. Ну не совсем это Broken Glass, конечно, получился, но какой контекст модели есть, такой и есть. Итак, смотрим. И поменяем 896 на 576. Разрешение 24 и Random Seed, генерацию включаем. Как видим, получилось достаточно неплохо. Broken Glass. Однако есть проблема с пониманием, собственно, текста, который располагается на картинке. То есть Дмитрий Duck, а получилось Дмитрих Day. Дмитрих Day. Меня не так зовут. Может быть, попробуем изменить Generate 3D Letters. Давайте добавим кавычки. Как он это поймет? In style a broken glass. Посмотрим, как изменится. Итак, получился вот такой результат. Это уже не совсем похоже на Broken Glass, скорее уже это Broken лед, Broken Ice, то есть лед. Однако из позитивного Дмитрий Duck остался как был, то есть когда мы добавили Дмитрий Duck в кавычках, он понял, что нужно написать Дмитрий Duck. Однако буква К располагается под углом. Буква М располагается так же, как здесь, то есть она немножко наклонена вверх. Это я специально так располагал буквы. Однако буква К на итоговом срендеренном изображении располагается совсем не так, как располагается на примере. И буква Д тоже располагается она расположена немного под углом. Буква Д и К, они под углом располагаются. Это говорит нам в принципе о том, что использовать Flux Context, даже FP16, самую лучшую, доступную для обычного пользователя бесплатную версию, именно для генерации, для стилизации текста, достаточно плохая идея. Может и получиться, как здесь, но это как бы может получиться, а может и не получиться. Также я хочу вам представить другие варианты генерации. Это я также здесь пробовал генерировать. Это мыльные пузыри с пеной. Пузыри получились, пена тоже. Но именно без написания самого Дмитрий Duck
то есть самого текста сгенерирую, вот в кавычках, получается, он не распознает текст и просто сгенерировал Дмитч и все. Но поэтому там был оригинал Дмитрий Дак. Это в стиле деревянных опилок, не опилок, а хвойных иголок. Дмитрий Дак, ну не Дмитрий Дак, а Дмитрий Дэй. Дмитрий Дэй. Тут опять получился Дмитрич Дак, это просто зеленый стиль. Это в стиле шерсти. Шерсть получилась похожая на шерсть, но опять же не Дмитрий, ну то есть Дмитрий Дак, а не Дмитрий Дак. Вот какие настройки ставил, можете здесь посмотреть. Все это будет дано и в статье, и в телеграм-группе, и в документе. Что можно сказать по итогу? Текст не распознает, поэтому как multi-control-net Flux Context Dev использовать не рекомендуется пока что. Особенно использовать как multi-control-net, то есть control-net integrated. Как видите, здесь у меня один control-net 0, control-net unit 1, unit 2 и unit 0. Обычно я использовал несколько вариантов control-net вместе. К примеру, я использовал, скажем, control-net глубинный depth, плюс IP-адаптер или Kenny, или плюс глубина, плюс IP-адаптер и плюс Kenny дополнительно. То есть сразу 3 control-net. Так что, исходя из наших опытов, можно сделать вывод, что Flux Context пока не заменяет control-net, и его использование, его нужно продолжать использовать. Но в принципе Flux Context закрывает больше 70% моих задач, а на остальное можно использовать SDXL Union или IP-адаптер. Смотрите другие мои видео по теме АИ, графики, 3D и так далее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч!